В советской и постсоветской литературе, газетах и журналах часто можно встретить такое понятие, как лампочка Ильича. К чему оно относится, что подразумевает, и изобретал ли Владимир Ильич Ленин какую-то свою особенную лампочку? На самом деле Владимир Ильич хоть и был крупным политическим деятелем и обладал определенными познаниями в различных областях науки, никакой собственной лампочки никогда не изобретал. Лампочка Ильича еще со времен СССР называют стандартную лампу накаливания, использующуюся без плафона, абажура и прочих буржуазных излишеств. Такая лампа призвана выполнять свое главное предназначение – светить. Как мы помним из школьного курса физики, принцип действия лампы накаливания очень прост. Через помещенную на специальной рожке вольфрамовую нить проходит электрический ток, вольфрам сильно накаляется и дает свечение. Весь процесс происходит в вакууме. При этом от элемента накаливания можно ощутить тепловое излучение. Для того, чтобы понять историю такого незаурядного названия обычного осветительного прибора, давайте перенесемся в небольшую деревню под названием Кашино в 1920 год. Социализм набирал обороты, и даже такие населенные пункты, как Кашино, старались не отставать от общей стратегии экономического развития. Электричества в селе не было, но предприимчивые селяне решили к приезду Ленина организовать сельскую электростанцию. В качестве проводки было решено использовать сеть старых телеграфных проводов. Сказано, сделано, и к 14 ноября 1920-го, когда Ленин вступил на территорию Кашино, станция была готова. Стоит отметить, что средства на обустройство станции селяне находили сами. Деньги были выделены из сельхозтоварищества, а местные жители выделяли на постройку собственное свободное время. Динамо-машину селянам доставили из Москвы. События в Кашино получили широкую общественную огласку благодаря СМИ, и вскоре информация об электрификации отдаленных деревень распространилась по всему СССР. В лексиконе советских граждан даже появилась небольшая присказка: «Была коптилка и свеча, нынче лампа Ильича». Эта фраза была напечатана в одном из советских журналов того времени. Через некоторое время после визита народного вождя в Кашино даже организовали музей, который, впрочем, был заброшен и разворован в середине лихих 90-х. Восстановили его только в 2018 году, и сегодня снова можно увидеть экспонаты и документы эпохи начала электрификации России. Смотря на это событие сейчас, многие видят в нем исключительно пропагандистские настроения властей того времени. Понятие лампы Ильича приобрело даже ироничный оттенок и стало выражать на скорую руку решенную проблему освещения в жилом или служебном помещении. Впрочем, в таком отношении есть доля справедливости. Даже к 1980 году огромное количество населенных пунктов в сельской местности не было электрифицировано. Никаких настенных выключателей в распоряжении селян, впервые проводивших в свои дома электричество, не было. Сам выключатель располагался на поверхности патрона, а проводка представляла собой обычный двужильный витой провод с резиновой изоляцией. Провод крепился к стене посредством фарфоровых изоляторов, которые также назывались роликами. Впрочем, для сельских жителей, многие из которых с самого рождения не видели электрических источников света, этого было более чем достаточно. Да, Владимир Ильич не изобретал лампочку. Еще в 1840 году англичанин Даларю проводит опыты, пропуская электрический ток через платиновую проволоку, помещенную в стеклянный цилиндр. Но лампочку с современной вольфрамовой нитью накаливания создал изобретатель Александр Ладыгин в 1872 году. Изобретение Ладыгина буквально осветило путь в будущее. Не зря за свое изобретение он получил престижнейшую Ломоносовскую премию. Сегодня под понятием лампочки Ильича чаще всего подразумевается любая лампа накаливания, свободно свисающая с потолка. Примечательно, что используют данное понятие в основном только жители бывшего СССР. Современному рядовому обывателю, привыкшему к обилию осветительных приборов всех сортов и расцветок, такая лаконичность в освещении может показаться тривиальной. Тем не менее, свою главную функцию прибор все же выполняет.